Всем доброго времени суток! И снова комп на продаже. Это уже продолжение рубрики. На первый выпуск ссылка будет в конечной заставке. Приносят компьютеры на продажу, и я делаю тесты производительности и тесты в играх. Это для тех, кто не знает, о чем речь. В общем, железо стоит внимания, и на некоторые комплектующие ссылки оставлю в описании. Давайте пройдусь по железу, заодно посмотрим, насколько все было собрано правильно, и чтобы просто знать, с чем имеем дело. Начну с корпуса, и он от фирмы Gigabyte GZF3 с предустановленным картридером и DVD-приводом. Спереди два аудиовыхода и два USB порта, из которых один USB 3.0. Формат корпуса больше под микро и верхнее расположение блока питания. Сам же блок питания от фирмы Linkward на 350 Вт, чего для данной системы хватит, да и блок сам очень даже неплохой. Говоря о системе, стоит тут 1155 сокет на материнской плате Gigabyte GA-B75MD3P формата microATX с поддержкой Crossfire X. Имеет 4 слота под оперативную память с максимальной поддержкой 32 гигабайта в двухканальном режиме. 5 SATA 3 гигабит в секунду и 3 SATA 6 гигабит в секунду, 7.1 канальный звук, 6 USB, из них 2 USB 3.0, SPDF, DVI, 2 COM-порта, PS2, DSAP, HDMI, VGA, DisplayPort и Ethernet. 3+1+1 фазная система, поддержка процессоров на 22-нанометровом техпроцессоре на ядре Ivy Bridge, то есть i7. В общем, отличная материнская плата при столь большой комплектации. Единственный минус – фазы питания без радиатора. Но это не проблема для тех, кто процессор не гонит. А тут стоит процессор Intel Core i5-2400, который не раз уже светился у меня на канале, и скажу вам, очень даже неплохой камень на 4 ядра с частотой в 3,1 ГГц, который справится с видеокартами объемом до 4 ГБ включительно, а вот на большее его не хватит. Охлаждает его простой боксовый кулер, хоть и 95 Вт тепловыделения. Думаю, кулер можно было бы поставить немного лучше. В жаркие дни, скорее всего, он не справится с охлаждением, а это не есть хорошо и для зоны вокруг сокета. Оперативная память тут две планки по 4 ГБ каждая, соответственно в двухканальном режиме, что является правильным решением. Жесткий диск на 1 терабайт от VD Blue, видеокарта GTX 650 в исполнении фирмы Gigabyte, хотя это было понятно из названия выпуска. Для начала нужно посмотреть состояние железа и прогнать в стресс-тестах, а вам покажу бенчмарки. Прогон видеокарты в утилите FarMark Full HD и посмотрим, что покажет результат. Ничего большего я от этой карты и не ждал, а теперь прогон процессоров Cinebench R15, а вот тут результат будет уже более внушительным. Кстати, перед прогоном карты я сначала обновил драйвера, и результат процессоров 461 кубит, что является хорошим показателем. Проверка жесткого диска утилитой Crystal Disk, состояние хорошее, но не без битых секторов. Ну и самое интересное и вкусное – это тесты в играх, не во всех играх, в которых хотел протестировать, и все же что-то получилось. Тут я комментировать ничего не стану, смотрите сами под музыку, а необходимые значения буду приближать.
Не знаю, как все, но лично я вижу потенциал железа. Не всего железа в целом, конечно, и все же есть в этом что-то. К примеру, охлад сюда надо ставить хороший, ибо тот, что стоит, слабоват. Видеокарта тоже уже слабовата. И думаю, какой-нибудь SSD-диск от той же OSCO или же Gloway от китайских брендов, или же Kingston UV400 будет в системе в самый раз. Такое ощущение складывается, что система собиралась, а видеокарту купили на те деньги, что остались. Была бы она же, но TI-версии, или же на две модели выше, 750 Ti, к примеру, система получилась бы очень привлекательной. Тогда, конечно, и блок нужен был бы помощнее, ватт так 400-450, и чтобы по факту там было 300-350. Давайте раскинем. SSD обойдется рублей за 2600, видеокарта за 4, блок питания рублей за 1000, ну и охлад рублей так за 600. И система в бюджетном сегменте, на котором можно поиграть как в онлайн, так и в офлайн, была бы идеальной. В общем, жду комментарии по данному железу, излагайте свои мысли, будет интересно пообщаться. После ссылок на железо в описании к этому выпуску есть ссылки и на мои группы, второй канал и так далее. Кто не подписан, жми подписаться, за лайк буду благодарен, а колокольчик не даст пропустить мой новый выпуск. А впереди вас ждет много интересного: сборки, тесты, распаковки, в общем, собираю материал и готовлю его по порциям. На этом мой выпуск подошел к концу, я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.